Добрый день. Здравствуйте. Общаться будем? Ну, если надо, то да. Не надо. Если хочешь позвонить домой, пообщаться, то... Да, у меня глубокая ночь сейчас дома. Не дозвониться все равно. А сколько время сейчас? А сейчас сколько время? Нет, ты скажи, город скажи. Анадырь. Анады. Время. 3 часа ночи. Да. Что, думаешь, не разбудятся? Нет. Чего? Ну, выключают интернет и звук. Ну, на ночь. Ну, потом сможешь голосовые отправлять. Или сейчас отправишь голосовой. Что ты живой, хотя бы здоровый, чтобы тебя не брали. Ну, чтобы тебя из без вести пропавшего. Ну, можно голосовой, в принципе, отправить. Ну, сказать, что... Я думаю, мы дозвонимся. Ну, это навряд ли. Ну, а просто мы всегда выключали интернет на ночь и... Я думаю, что на с играх учетом того, оставляли. что тебя нет, они не выключают интернет. Мне так кажется. Короче, вопрос в другом. Общаемся или нет? На что это влияет же, да? Ну, то, что... Это влияет на то, что мы с тобой пообщаемся. Ага. И то, что ты будешь потом в интернете, и тебя будут забирать. Потому что ты будешь числиться не без вести пропавшим, а живым. Да. Ну, я так думаю. Давайте. Если хочешь, если не хочешь, не... Ну, я просто не знаю, давайте. Куришь? Да. Тогда кури. Кури, пока... Сейчас пепельница. Пока, пока я сохраню. +7 900. 9. Да и... Отправь голосовое сообщение, что если она получит его, то пусть отпишет, и что мы будем звонить в течение получаса. Так я думаю, что жена не спит еще. Любимая, привет, это я. Я в плену, у меня все хорошо. Если ты не спишь, если согласна на то, что нас этот звонок запишут, то мы поговорим. Отправляй. Что, как война? Да, что-то помню. А? Жопа. Жопа? Че жопа? Да. А че жопа? Вы же вторая армия мира. Не знаю. Ну, я же не военный. Как не военный? Ты спецназовец, мне сказали. Нет, кого я мобилизованный? Мобилизованный спецназовец. Да. Не? А че жопа? Своих бросили. Ну так, получается. Ну свои же сбежали просто с опорника, а мы там остались вдвоем с раненым. А как же лозунг «своих не бросаем»? Ну мы-то остались. Ну тебя-то свои бросили. Ну, Так вы, это короче... не с нашей роты были, мы пришли к ним на помощь, к ним просто никто не доходил. О, она взяла трубку, я ее разбудил. Я же тебе говорил. Когда кто-то в плену, никто не спит никогда. А до мобилизации ты служил? Ну я вот только со срочки пришел, съездил к родителям в деревню, приехал и недели 2-3, наверное, побыл, и все, на мобилизацию забрали. Офигеть. А срочников не отправляли? Срочников, ну, вообще мобилизации еще тогда не было, срочников не отправляли. А где служил? ВКС вообще, в части обеспечения этих было, полос. Все. А В название? охране был. На Чукотке 70. Скажи, что мы сами наберем. Звездочка, мы сами тебя наберем, ну, как закончится интервью. Дети есть? Сын. Ты в армии служил, его не видел? Пришел и опять... Считаю, он полжизни как не видел. Ну, считай, 1,5 года я был с ним от рождения. Потом в армию забрали, потом еще, грубо говоря, месяца 2 побыл. Все, потом... Так а что война жопа? Говорили, что мобилизованные будут типа на обеспечении, там где-то сзади сидеть. Ну, грубо говоря, да. Ну, так и так. У нас можно матюкаться. Можете придвинуться чуть-чуть ближе сюда? Полшага.
Сигареты надо спрятать, потому что мы не курим. Курение вредит здоровью. Украинский плен должен быть полезный для здоровья. Да? Так точно. Зачем ты говоришь так точно? Ну, когда? Много раз скажешь так точно. Нет. Давай за каждое так точно будешь приседать 10 раз. Хорошо. Громче. Хорошо. О, еще даже громкость накрутил. Готовы? Да, готов. Представьтесь, пожалуйста. Ханхаров Руслан Баирович. Дата рождения ваша? 8 февраля 2000 года. Сколько вам полных лет? 23. 23. Ага, ну вот сейчас стало 23. Да. Где вы родились? В селе Марково, Чукотский автономный округ. Чукотский автономный округ. Да. По национальности вы? Чукча. Это первый представитель чукч у нас среди 700 пленных, которых мы уже записали. У нас уже 700 человек через нас прошло. Это много? Да. Думали меньше? Да я не знаю. Не задумывался об этом. Не видели наше интервью? Один раз видел? Офигеть, короче. И что, решил проверить? Нет. Ну, а какое ты видел интервью? Пацан там с северной дачи вышел, я не помню, как его зовут, там интервью давал. Громче. Ну, парень давал интервью Угу. на северных дачах, мы его в плен взяли. Вот, и это интервью я видел с ним. Был я или был друг мой? Вы были? Я был? Да. Это недавно было? Нет, получается, когда? Начало марта, наверное. Конец февраля где-то. Этого года? Да. Вы воевали и смотрели интервью? Ну, да, я пока как получается, в тылу, в тылу, да, был. Прикольно. И что, как интервью зашло? Все смотрел? Ну, да, до конца, да. Посмотрел. Помнишь его имя или Не, я не помню. что он рассказывал? Ну, мобилизован, то, что с Владивостока. Так а как ты нашел интервью? Мне знакомый, получается, скинул ссылку. Ну, вспомнишь, может так? Тут будет обрезка. Интервью, короче, пили воду из батареи, очень вкусно. В кроссовках штурмовал Угледар. Да. Он, да? Да. Что он рассказывал? Ну, он рассказывал, как они в доме были, попали там в окружение, ранение получил там. Так это вам друг сбросил ссылку на интервью, типа сказал, посмотри? Да, ну, там его знакомый был, получается. Ага. Вот, он спрашивал, не знаю, где он или что там с ним. Угу. Он интересовался за него. Понравилось интервью? Ну, то как, я не знаю. Думал, что окажешься сам на интервью? Нет. Не было таких мыслей? Почему? Да, я не знаю. Вы, наверное, думали, что с вами это не случится? Ну, думал, да. Пронесет? Обойдет, думал, да. Обойдет? Понятно. Сколько чукч осталось? Всего? Всего. Это... Ну, я разговаривал, вот, говорил 15 тысяч. А вы до этого не знали? Ну, я знал, но не так, может, 1010 всего от силы. Вы чукотский язык знаете? Ну, некоторые слова знаю, а так свободно не могу говорить. Типа вы не учите его уже? У нас преподаватель был, а потом не стало по чукотскому языку в школе. И все теряется, получается. Ну да. Ну, есть еще преподаватель. У нас в селе не было больше. Были те, кто разговаривал, но они не преподавали. Это ж плохо. Да. А можете что-нибудь сказать? Передаю привет своим родным. Ну, так не скажу. Могу сказать привет, Етты, ММ, Апа. Это папа, мама. ММ, Апа. Есть письменность? Да. Вы можете? Ну, вот эти слова я могу написать. Угу. Что у вас с семьей? Ну, имеется в виду, есть семья? Да. Жена? Жена, сын.
Мама, папа, сестра. Сколько сыну лет? Сыну 3 года. 3 года? Да. Сколько вы его не видели? Года полтора, половину. Половину не видели. Мгм. А что вы его не видели? Сначала срочная служба была год. Давайте так, вы закончили школу, вы учились где-то дальше? Получается, я учился до 9 класса в селе, потом уехал в город, там учился в колледже. 10-11 класс там закончил. Потом учился на профессию 4 года. На какую? Сетевой системный администратор. О, вы админ? Ну, такой себе. Чего это такое себе? Я тоже админ. Ну, Windows плохой, да. или Linux? Windows. Ну и в Linux там чуть-чуть работали. Ну, чуть-чуть совсем. Системный администратор у нас в гостях. Вы отслужили срочную службу. Когда вы ее закончили? Закончил, получается, 9 июля 22 года. Угу. Все, потом поехал к родителям в поселок повидаться с родными. Приехал в город, недели 2-3 прошло и забрали на мобилизацию. Короче, в июле выпустили. Да, и получается, 24 сентября уехал, ну, улетел. Уже улетели. Да. А когда повестку дали? 24 сентября. Сентября, и Да. сразу же вы Ну, и на следующий день, да, обрадовались, наверное? вообще нет. Почему? Да, не хотелось. Что жена говорила? Тоже не хотела, ну как бы, что делать? Что делать? Не воевать, что делать? Вы понимаете, что? Расскажите, куда вас привезли в Украине? В Украине в поле привезли сначала, Я понял, в какой области? возле Волновахи где-то. Возле Волновахи? Да. Ну и долго вы там находились? Недели 2, наверное. Ну, получается, 21-го привезли, и все, и потом 2 ноября увезли в Павловку. В Павловку. Это где? Это под Угледар, возле Угледара. Угледара, да. А где вы в плен попали? Тоже возле Угледара? Да, Вы все время там в районе Угледара и были? да. Понятно. Вот, получается, от ноября, да, до вашего пленения были какие-то боевые действия? Принимали в них участие? Ну, получается, в Павловку, мы там в резерве бегали, потом на северных дачах были, возле Угледара. Угу. Там, Это там, где он, короче, как раз в плен попал? Да. И вы там в плен попали? Нет, я попал, потом мы пошли на помощь, ну как на помощь, донести воду, ну и еду, провизию, короче, другим. Угу. И там, получается, сели на 3 дня. Все, потом взяли в плен. Как-то вы так скомканно. Давайте еще раз по порядку. В ноябре вас перекинули, перекинули под Угледар? Да, 2 ноября. 2 ноября. Назовите, пожалуйста, ваше подразделение, это для истории. 155-я бригада, батальон морской пехоты. Морпех. А до этого вы кем были? До этого в ВКС служил. В ВКС? Да. Кем вы были в ВКС? На Луну, наверное, что-то собирались полететь. Ну, сначала был, как получается, водитель ГСМ. Угу. Потом, получается, был старшим стрелком отделения охраны. Угу. Охраняли что? Полосу взлетную. Что там находилось на той полосе? Ну, у нас там, что, ничего, истребители находились. Не научили вас летать? Нет. На это учится долго. Да ладно, там в ютубчике инструкцию посмотрел и полетел. Пригнал бы истребитель, стал бы богатым человеком. Хорошо. Сделали вас, короче, морпехом, и вы из славной трижды разбитой 155-й бригады морпехов. Ну, получается так. С ноября месяца по март вы принимали участие в каких-то там штурмах, атаках? Получается, в Павловке был, но там ранение получил легкое. Потом От чего ранение? ВОК скинул, дрон. Дрон. Опять эти дроны.
Много их? Да. Ну, тогда еще не ощущалось так прям сильно, а вот на крайней задаче боевой там ощутилось прям очень сильно. Все в дронах? Да. Постоянно жужжат, А висят. ваши? Ну, наши тоже были, но не так. Угу. Ваши сбрасывают? А, Вообще, ну, вроде да. Ну, тогда что-то не сбрасывали. Угу. А просто наблюдали, там, корректировали. Может, чё. Угу. Сколько вы видели за время боевых действий 200-х, 300-х? Я не считал, но нормально так. Ну, для меня слово «нормально» — это 2. Для вас там 50 человек видели? Ну, человек 30, наверное, точно видел. Это 200-х, да? Да. А 300-х? 300-х по боля. По боля? Да. А вас куда ранило? В ногу. Вы там же и лечились или вас Нет, отправляли? нас отправили в Волноваху, там, в пункт передержки, ну, восстановиться. Угу. Осколок. Осколок остался. Но он не мешает. Он как бы Не достали маленький. осколок даже? Нет, ну он маленький. Не мешает. Не мешает. Хорошо. Как у вас было с обеспечением? Всего хватало? Ну, в крайней задаче нет. А Ну, воды не хватало. А до этого, ну да, было все. А Выносили. где вы жили все это время? Возле Кирилловки там. Ну, в домах чьих-то? Ну да. Кто вам разрешал в эти дома заходить? Ну, я не знаю, ну пустые. Там местные жители сказали, ну, начальству, вот тут пустой дом, я за него отвечаю, заселяйтесь. Зачем вы понимаете, что вы сейчас признали, что вы мародер? Ну, почему мы не мародерили? Ну, дом пустой был. А вам хозяева дома разрешили в нем находиться? Кто за него отвечал, сказал, да. Как вы думаете, можно отказать людям с оружием? Да нет, наверное. Ну, я не знаю. Нам сказали, Стоите заселяться, вы всё, мы такие заселились. с автоматами все. Ну, это не нам просто сказала, кому Ну понятно, заселяйтесь в я дом. вам объясняю, что это мародерство. Использование чужого имущества — это мародерство. Вы мародер. Потому что вам никто не давал права там жить. Вы, как военные, должны были жить в палатке. Или в своем каком-то лагере разбитом. Мгм. Ну, вы согласны со мной? Да. Ну, у себя ж вы не можете прийти в гражданский дом заселиться. Вы живете в воинской части, правильно? Да. Если вы где-то находитесь, то формируется лагерь. Они занимаются частные чьи-то дома. Мгм. Есть в этом логика? Ну да. Ну, знаете, живите с этим, что вы мародер. Плохо? Да. Кто у вас бог? В смысле? У чукч. Чукчи были язычниками. Я знаю. Кто бог у чукч? Ну, Помните имя? имен, честно, не помню. А я помню. Ну, я почитал только что историю. Мгм. Ну, вы так и остались язычником. Нет, я христианство принял там. Приняли незадолго, христианство. Совсем недавно. Недавно? Ну Это да. когда? Ну, когда мы мобилизовали, получается. До этого чуть-чуть. Хох-хох-хох, ничего себе. Нафига вам это надо? Не знаю, ну просто захотелось. Ну, вера должна быть какая-то. Ну, религиозные темы, они такие сложные, типа там тонкий лед, как Вова говорит. Понятно. Давайте поговорим. О чем мы поговорим? Расскажите последний день жизни в оккупационных войсках. А когда в плен взяли? Да. Ну, что? В опорнике сидели в лесополосе, получается. Еды не было, я так понимаю, воды не было. Ну, воды не было, да, с водой проблема была. Ну, с доставкой там. Нанести не могли. Ну вот, сидели. Потом артиллерия отработала по нам. Начался штурм, и, получается, человек 5, наверное, это сбежало. Остались мы втроем. И один 300-й был, он ходить не мог. Вот. Сбежал, они убежали? Ну да. Что, вам не помогли? Или
Я не знаю, мы даже не заметили, как они ушли. Мы, получается, самую крайнюю позицию занимали, самую Мгм. нижнюю. Но они как-то, ну, не знаю, пробежали просто. Их не было потом. Мгм. М, Так. А вы остались, кто? Вы и Ну, я и брат мой. И еще один товарищ. брат какой родной? Двоюродный. Двоюродный брат? Вы вместе, вас вместе мобилизовали? Да. И вы вот эту всю войну вместе были? Ну, не всю войну, после Павловки. После- В ДШБ меня определили. Ага. Попал вместе с ним в рот. Двоюродный брат. И 300-й был, да? Да, товарищ. И в плен попало сколько человек? Двое. Четверо, там двое еще были спереди. Брат тоже в плену? Да, Туда где-то? да. Э, Понятно, хорошо. Как вас все-таки... Те убежали, вы сидите в окопе. Дальше что Да. происходит? Ну, все, пришли ваши войска, ну и все, окружили, все, говорят, сдавать. Гранату закинули в блиндаж. Все, мы сдались. Она взорвалась, вы там никого не ранило? Нет, Угу. И вы сдались. да. Зачем вы здесь? Мобилизовали как. Это понятно. Какие цели вы преследовали, находясь здесь, в Украине? Приказ дали, пошел, мобилизовали уже. Это, ну, то есть, нормально пойти в чужую страну, убивать людей? Ну, это нормально для вас? Да, не знаю. Нам по-другому объясняли. Расскажите, как вам Ну, объясняли. как на защиту типа, русского народа, то, что тут русский язык запрещает гонение русскоязычных людей, кто на русском языке разговаривает. Ну, нам так-то говорили. Вам не все равно, что происходит в чужом государстве? Да, не знаю, я вообще этим как бы не интересовался никогда. Просто под мобилизацию попал. Что мы говорили тут? Фашисты еще, да? Да нет, такого не говорили. Что еще вам, кроме русского языка, рассказывали? Все, вот это вот говорили на защиту. Мирное население видели? Мир населения видел. Разговаривали с ними? Ну, так. Ну, вам сказал кто-то спасибо за то, что вы пришли? Да нет. Ну, люди радовались, видя оккупантов. с автоматом? Нейтрально относились. Ну, знаете, почему нейтрально относятся? Да Покажешь себя дерзким, тебя расстреляют или увезут куда-то в плен. Ну, есть логика в этих словах? Ну, есть. Ну, то есть, если в лицо говорить человеку с автоматом о том, что какого хрена ты сюда пришел, то человеку с автоматом, тебе, например, может это не понравиться. Согласен? Ну да. Ну да. И спасибо вам никто не говорил. Спасибо, освободители, что вы пришли сюда. Уничтожаете наши дома, города. Или говорили? Да нет. Да нет. Русский язык вы пришли защищать. Вы были срочником, когда война началась. В вашу воинскую часть приезжали уже 200-е, 300-е? Нет, у нас как воинская часть, ВКС не точно. участвовал. Да, она... Угу. Не, ну самолеты же летели на войну. Ну, там где-то у нас нет, у нас не летали. Да, у вас не летали. И вы реально не знали, что здесь происходит? Ну, как, что там по новостям говорили. А правду вы не пробовали узнать, что на самом деле происходит? Да я же не интересовался этим, говорю еще раз. Особо. Особо не интересовались. Как чукчи оказались в Российской империи? Как Российская империя пришла на землю расширять. Угу. Так и оказались. Захватили вас? Да, получается. Да не, ну это правда. В 1778 году вас захватили, подкупили там ваших старейшин, и они объявили, что теперь мы будем в составе империи. Да. Ну, так вот, а потом вы, как это слово, орусичились,
Да? Не знаю. Ну, типа стали русскими, у вас имя какое? Руслан. Руслан. А э, самое распространенное чукотское имя какое? Да, там раньше, ну как, в основном по фамилии называли, не было такого. А, по фамилиям все? Да. Ну, вот хорошо, самая распространенная чукотская фамилия. Так, Чукотская, блин. Долганский, наверное. Как? Долганский, я в основном такие фамилии слышал. Долганский? Да, но это как, типа Ламуты, Угу. тоже национальность там между Чукчей. Понятно. Покорила вас Рашка. Ну, тут хотя бы он знает, потому что другие рассказывают, что там, мы пошли сами просились. Ни хрена, их тупо покорили. Можете рассказать что-то интересное про Чукотку? Ну, мне реально интересно. И никак не связано. Я не знаю, а что, ну, что интересно? Ну, быт. Быт? Ну как? Раньше в основном занимались оленеводством. Там, и те, кто жили на берегу, они морзверобоем, ну, по промыслам. А вы Ну, жили китов. сами в юрте? Юрта это называется? Да, но я не жил, это Яранга называется. Как? Яранга, Яранга? да. Я не жил, так до сих пор есть там, кто оленеводством занимается, они ну, в Ярангах там живут, оленей пасут, Угу. мясо добывают. Добывают мясо, потом продают? Да. Угу. Жена хотела вас отпускать? Да нет, конечно. Много чукч воюет? Ну, честно, я не знаю, ну, сколько именно. Ну, так, на глаз может. Ну, я даже не скажу, у нас же как на Чукотке там, чукчи, и, ну, много национальностей тоже живут. Угу. Мы как бы там забирали всех. Ну, как всех. Забирали всех, вот емко ответили, что люди не хотели идти, их тупо забирали. Ну, может, кто-то хотел, я не знаю. Кто-то не хотел, я же не могу за всех ответить. Согласен. Что будет дальше? Кто победит в этой войне? Я не знаю. Ну, как вы думаете? Честно, я не знаю. Ну, вы же военный. Вы же видели войну. Ну, повидал чуть-чуть. Ну. Я не знаю, честно, кто победит. Что жена будет говорить? Я не знаю. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Беру интервью, точнее беседую с вашим мужем. Вы с ним разговаривать будете? Да. Мне нужно ваше согласие на запись и публикацию этой беседы. Да, хорошо, я согласна. Разговаривайте. Вы не говорите, где вы находитесь и с кем вы находитесь. Привет, любимый. Привет. Как дела у вас? Да, нормально. Коля болеет. Заболел? Угу. Сильно? Ну, так. Ну, у меня все хорошо. Все нормально. Ждем обмена. Я искала, я ждала. Да. Да, я знала, я уже нашла эту программу. Я видела. Ага. Я надеялась, что ты мне так позвонишь. Я тебе что говорю? Да. Хорошо. Как там родители? Нормально? Да, хорошо. Скажешь им, Нормально. что у меня все хорошо? Да, я позвоню, скажу. Все хорошо. Угу. Вот. Так, ждем Так. обмена. Че, я не знаю, там, военкомат или кого-нибудь там трясите, чтобы обменяли скорее. Ну, Угу. хорошо. Вот. Как у вас там? Нормально все? Да, все хорошо. Ну, хорошо. Хорошо, то хорошо. Да. Я учусь. Да? Да. Ну, получается? Да. Ну, хорошо. Уже в город буду на следующей неделе выходить. Ну, хорошо. Старайся. Вот. Вас там кормят хорошо? Да, хорошо, вкусно. Поняла. Ну, отлично. Ага.
Главное, что все хорошо. Да, у меня все хорошо. Так, сынок все поправляется или как? Ну, он только начал болеть. А, да? Ну, понял. Мгм. Я вообще такая спала, я думала, это какой-то прикол. Хм. А потом вспомнила, такая точно. Ну, хорошо, Насчет этой всей. Вот. хорошо. Так вот. Ну, искали тебя, искали. Везде мониторила все. Что, в час не звонили? Звонили? И что говорили? Ну, ничего не говорят, что они скажут. Что от них добиться-то можно. Ну, понял. Ну, давайте теперь тормошите их там. Да? Жди выпуска. Вот. Как канал называется у вас? Владимир Золкин, она знает. Владимир Золкин. Да, я знаю. Говорю, я все нашла. Да, жди интервью. После вот этого всего. Вы же смотрели другие интервью? Да, смотрела, интересовалась. Интересовались, извините. Вы знаете, что я должен сейчас задать вопрос какой-нибудь? Да, я видела. Какой вопрос вы выберете себе сами? Даже не знаю. Ну, я ж тоже не знаю. Вы же слышали вопросы? Я смотрела всего 2. Это про девушку и маму. И все, больше я не смотрела. Давайте выберите. Что я там спрашивал? Девушку. Девушку, вот честно, я не помню. Мне запомнилось больше всего про маму, потому что он такой конфликтный был. Что я Почему она спрашивал? его отпустила? Зачем вы отпустили его? Я не отпускала, у нас их просто взяли и забрали. Как это? У Что нас значит тут взяли и такой, Что значит взяли и так, забрали? и забрали. Сказали собирать вещи, потом их увезли на ту сторону. И все. Вы так сказали, взяли и забрали. Типа у них выбора никакого не было. Вообще не было выбора. За ними кто не приходил, за ними приезжал просто наряд полиции. Все. Вас полиция забрала? Меня нет, были. Других Других? забирали так. Прикольно у вас Потому что живется? некоторые- Нам? Ну, да. Нет. 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 Когда ваш царь сдохнет? Что еще раз? Когда ваш царь сдохнет? Когда это все закончится? Мы не знаем. Мы этого знать не можем. Мы Ну. не можем знать судьбу человека. Хорошо, по-другому. Кто победит в этой всей движухе? Мы надеемся на общий мир. Я не могу сказать, что кто-то, какая-то страна победила. Общего мира не будет после всего того, что сделали такие, как ваш муж. Мы развалим вашу рашку. Кстати, ваш муж мародер. Не знала этого. Ну, уже знаете. Посмотрите в интервью. Хорошо, посмотрю. Я еще что-то спрашивал у женщины той. Нет, только был какой-то скандал. То, что она не могла ответить на этот вопрос. Все. Понятно. Даже не помню, какого выпуска это было интервью. Не свежее. Что по новостям у вас говорят? Победа? Я новости, честно, не смотрю. Телевизор вообще не смотрю. А что вы тогда смотрите? Ну, если не секрет. Телевизор не смотрю, а так смотрю только в Телеграме новости. Ну, И то да, редко. в Телеграме что новости, ну, смотря какие. Есть же, можно ж Соловьева и в Телеграме смотреть. От Соловьева я даже не смотрела ни разу. А какие новости вы смотрите? Мне же интересно стало. Сам Рио новости смотрела. А, ну это Соловьев, то же самое. РИА Ага. новости. Победа там у вас, все хорошо, своих не бросаем. Типа, что все хорошо, да. Своих не бросаем, хотя он его бросили. Трупов нет, все хорошо. Хорошо. Понятно. Как всегда. Ну да. Все, прощаться? Ну да. Все, любимая, пока. У меня все хорошо. Пока, любимая. Люблю, целую вас, Тебя обнимаю. люблю тебя, сильно ждем тебя. Пока. Целую. Пока-пока.
Доволен? Ну, да. Хотя бы узнали, что со мной. Я тебе сразу сказал, что это хорошо. Она, по крайней мере, возьмет это видео и пойдет с ним что-нибудь будет делать. Есть что-то добавить еще интересного? Да ничего. Нечего. По традиции у нас военнопленные обращаются к своим согражданам. Если хотят, надо сюда идти, не надо сюда идти воевать. Можете обратиться, если хотите. Да, что сказать, я не знаю. Да нечего сказать. Нечего сказать. С учетом того, что это впервые у нас был представитель Чукч на интервью, на беседе, я сразу сделаю небольшой ракурс в историю, буквально на 2 минуты. Вы не против? Нет. Может, сами что-то интересное узнаете. Может такое быть. Насчет истории Чукотки? Да. А, Ну же вы так не особо. Так, сейчас. Вот, нашел. Почему чукчи живут мало? Знаете ответы? Это я в Википедию читаю. нет. Ну, то есть я не придумал это. Средняя продолжительность жизни чукчей и эскимосов мала. Медики видят причину в том, что аборигены злоупотребляют алкоголем, много курят, плохо питаются. Теперь еще используют наркотики. Это правда? Ну, есть там, да, есть люди, которые слабо к алкоголю сопротивляются, да, он их затягивает. Раньше долго жили, у нас в деревне бабушки там долго жили. Ну, наверное. Что тут еще интересного? 15 тысяч человек, да, коренное население Чукотского 12,7 тысячи, всего чукч 15,8 тысяч. Вымираете вы, к сожалению, а вас еще и воевать потянули. Зачем Россия так со всеми поступает? Рашка. Не знаю. Численность 15 767. Отнять еще количество, которое погибло на войне, ну, я думаю, что еще меньше. Ну, как-то так. Я думал, будет интереснее, но по сути интереснее не получилось. Ну, для истории, что есть воюющие чукчи, что чукчам украинцы сделали плохого? Не знаю, ничего. Ничего. Ну, видите, ничего не сделано. Ну, пойду украинцев поубегаю. Спасибо. Поубиваю. Прикольная у вас страна. Или не прикольная? Да, я не знаю. Ну, жил как-то жил. Кем работать хотел? Я не знаю даже. Ну, админ из тобой, из тебя такой себе, да? Да, такой. Ну, Windows переустановить можешь? это проходили, да. Что солдаты между собой разговаривали, когда в окопах сидели? Да ничего. Пиздец говорили. Жестко. Жестко? Мгм. Наши наваливают нормально там? Хорошо. Трупов дохренища, я так понимаю. Ну, вообще 300-х, 200-х, ну, нормально так. Ну, 155-ю развалили жестко. Вашу бригаду, когда они Угледар атаковали, морпехи. Колонны там попалились целые. Но это приданные к 155-й были, это не прям 155-я бригада. Это 5-я танковая была. Но развалили ее, говорили, сильно. Да. Видео уже там, даже в ютубе, по-моему, Да есть видео, да, как колоннами ехали там на минах, короче. на минах там. И что, посмотрел интервью, не хватило тебе, что не надо сюда идти? Что надо валить? Да. Сказали, нужно доставить там пацанам воду, еду.
Но они там сидели, там до них никто дойти не мог. И ты вызвался? Не вызвался, сказали идти. И сколько ты воды тянул? Полторашку. Ну и еду. И сколько они на позициях были? Я не знаю, но мы туда пришли, там сказали, неделю, наверное, где-то. Без, без продовольствия, без провизии. Голодали неделю без еды? У них было свое. Просто неделю никто не доходил, не доходил до них. А что не доходили? Терялись, наверное, я не знаю. Убивались? Я не знаю, по дороге я трупов не видел. Сбегали, значит. Ну, возможно, может. Ну, Типа неделю отправляли, и никто не мог дойти? ну, типа того, да. А вышли его с рации были? Ну, между собой общаться, да. Понятно.